Показываю технику растопки каминов. Бумагу укладываем полностью. Развернул листы и вот так с комков. То есть вот такими комками надо бумагу укладывать. Накладываем сначала тоненькие щепочки. У меня вот такой вот штапик после ремонта остается. Я его наложил. Третий этап. Задвижка обязательно открыта на всю. И один из самых важных элементов растопки камина — это сам запуск. То есть запускать надо дымоход. Чтобы создать там инжекционную тягу в дымоходе, надо пробить пробку. Пробка холодного тяжелого воздуха, которая не дает дыму подняться вверх. Эту пробку может пробить только огонь. Вот мы сначала зажигаем бумагу и заносим газету повыше туда, где непосредственно сам дымоход уже, устройство, за зуб, в те места. И ждем так называемый гул. Когда появится гул, это значит появилась инжекционная тяга. То есть поток продавил эту пробку холодного тяжелого воздуха. Но сейчас у нас зима, холодный сырой воздух. Камином не пользовались уже несколько месяцев, поэтому сделать это очень сложно. Здесь какая-то... Здесь есть специальная вьюшка, так называемая. Мы в нее поставим. Даже вот так вот я сниму. Вот. Видно, да? Этот камин был сделан. Вот, слышите? Все, заработал камин. Этот камин был выполнен по чертежам из журнала «Техника молодежи» за 80 какой-то год. Так, теперь главное не упустить этот момент. Достался мне этот камин вместе с дачей в нагрузку. В дальнейшем я его, конечно, буду переделывать, потому что он сделан с некоторыми нарушениями. То есть не совсем правильная конструкция у него. Ну и сами размеры меня тоже не устраивают. Ну вот видите, когда запустился дымоход, то и камин заработал, в принципе, сразу же с первого раза. То есть отсюда дым не вываливает. Ну, сейчас ждем, когда разгорятся маленькие щепочки. И можно будет подкладывать дровишки побольше. Ну, это видео я, конечно, рассказываю для тех, кто никогда не пользовался, никогда не изучал эту технологию. Те, кто знают, конечно, они уже по-другому никак не запускают камины. Это такой способ. То есть вот это окошко, это сделано специально для того, чтобы было легче запустить дымоход. Вот можно посмотреть, как там огонь пролетает. Это вот такая интересная конструкция камина. В этом камине что еще есть? Вот такой вот колосник установлен. Железный поддон, золу вытаскивать. Строительный мусор, так называемый. Наследие Советского Союза. Элементы декора. Так, пусть разгорается. А я решил протопить дачу немножко, чтобы воздух сырой ушел. Ну и заодно снять такое видео, как запускать камин. Также я еще спилил орех. И вот такие вот дрючочки буду тоже использовать. Орех, не знаю,
Если кто знает, что это за болезнь такая, вот все дерево было вот таких страшных язвах. Вот видите, какие поражения. Что это за болезнь? Или я вообще первый раз такое вижу. Вот тоже видите. Такое дерево, конечно, уже оно не плодоносило несколько лет. Я его просто решил спилить, потому что оно и затеняет. На северной стороне было посажено, затеняет сильно двор, листва, все гниет. Ну вот, видите. Так что, если кто знает, что это такое, может написать, будет интересно узнать всем остальным тоже. Разновидности каминов. Чем отличается французский камин от английского? Ну или немецкий. Ну вот, значит, основные отличия. Французский камин, он весь из натуральных материалов, то есть природных, кирпичи, там используется, значит, и мрамор. У английских каминов чаще всего использовали металл. То есть вся топка была выполнена из металла. Из листового металла или там из какого-нибудь сплава. Чаще всего корзина была установлена, тоже металлические кованые элементы. В них закладывали дрова, и уже непосредственно в этой корзине был устроен затягивающий элемент, ну типа зуба, в трубу. В Германии были очень большие размеры каминов. В них могли занести целого быка и на вертеле в этом камине пожарить. История происхождения каминов. Изначально камины придумывали для того, чтобы просто поесть. То есть первобытный человек в своей пещере разжег впервые костер, или там принес с улицы горящие дрова, и ему стало тепло, он там еще стал кушать, готовить. Так вот и появился камин, очаг внутри помещения. Фанера затрещала. У меня на этот случай есть такая вот супер решетка. Бах, и теперь мне не страшны эти щепки, которые будут лететь. Это уже элемент английского декора. Так что, ребята, камин в доме это просто бомба, будем так говорить. Вы получаете и эстетическое наслаждение, удовольствие от созерцания языков пламени, и также тепло получаете. Вы отдыхаете, сидя в кресле, можете читать книгу, можете просто любоваться огнем и о чем-то думать, размышлять о своих планах на будущее. Также можно кусочек мяса пожарить или сосиску на углях или даже на огне. Вроде бы трещать перестало. Конечно, в помещении, как вам сказать, такого сильного запаха дыма нету, что прям заходишь и как около костра сидишь. Нет. Есть запах дров. Вот. От этого запаха точно никуда не денешься, от запаха дров. Ну и, конечно же, бывает такое, что иногда запах дыма тоже встречается. Но это очень редко. Поверьте мне, вот созерцание огня перекрывает все эти недостатки каминов. И когда у вас в доме открытый очаг, не стеклянная вот эта чугунная топка французская или английская, а именно настоящий кирпичный камин. Именно настоящий огонь, то есть который не отделяет вас стеклом, а вот он открытый очаг. И пропорции не соблюдены, поэтому
дрова приходится складывать в самый отдаленный угол камина, чтобы усилить эффект тяги. Это вот орех зашипел. Еще подложим, пусть подсыхает. Кстати, мангалы тоже можно использовать как камин. Приготовили шашлык, наложили туда дров и, пожалуйста, любуйтесь огнем. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы по поводу камина, пишите в комментариях, я обязательно сниму видеообзор. И в следующем видео обязательно на эти вопросы вам отвечу. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Спасибо за внимание. Пока.